Глава 1826. Трое за одного. Фигура в золотой маске также немедленно поднялась на ноги, увидев действие человека в малиновом свете. Как один из организаторов этого съезда, он, естественно, не мог просто сидеть сложа руки, если кто-то устроил неприятности в Черном царстве. Пожалуйста, поймите неправильно, господин даосист. Я не желаю вам зла. Просто это греховное облако действительно чрезвычайно важно для меня, поэтому я умоляю вас подождать еще немного. Дайте мне немного времени, чтобы попытаться заполучить сокровище, которое соответствует вашим требованиям, и если это не сработает, то я определенно не буду настаивать на этом вопросе», срочно объяснил фигура в малиновом свете, подняв руки в знак своих искренних намерений. Фигура внутри черной ци, немного помедлив, кивнула в ответ. «Вы хотите, чтобы я еще немного подождал?» «Хорошо, я могу сказать, что вы действительно хотите это греховное облако, поэтому я дам вам еще 10 минут. Если к тому времени вы все еще не получите то, что я хочу, я не буду терять здесь время». Было совершенно ясно, что человек в малиновом свете отчаянно пытался обезопасить это греховное облако, и человек в черной ци также очень хотел заполучить божественное духовное сокровище. Ни один из них не хотел сдаваться, даже если у них была хоть малейшая возможность. Человек в малиновом свете испустил легкий вздох облегчения, получив согласие владельца греховного облака, и после короткой паузы для размышлений он крайне неохотно махнул рукой над своим браслетом для хранения, чтобы достать мерцающий золотой свиток. Однажды я рискнул посетить ряд древних руин, в которых несколько раз чуть не умер, и нашел там этот свиток. Этот свиток чрезвычайно загадочен, и у меня нет возможности открыть его, не повредив его, поэтому я все это время хранил его в исходном состоянии. Тем не менее, я уверен, что этот свиток содержит удивительные секреты, поскольку печать этого свитка написана текстом золотой печати. «Я готов обменять мою очищающую таблетку и этот свиток на греховное облако», громко объявил человек в малиновом свете. Текст золотой печати. Может быть, это что-то из мира истинных бессмертных. Это объявление, естественно, вызвало новый резонанс и большой интерес. Их не волновало, что человек в малиновом свете мог их обмануть, поскольку было несложно проверить, снималась ли печать раньше. К сожалению, хотя многие люди соблазнялись этими условиями, у них просто не было необходимого сокровища, и они могли только смиренно смотреть на них. Хань Ли сфокусировал свой взгляд на золотом свитке, и, казалось, ему очень хотелось, но он продолжал твердо сидеть на стуле. Шло время, и никто не выходил вперед, чтобы принять это предложение. Человек в черной ци разочаровывался все больше и больше, а возбуждение человека в багровом свете росло с каждой секундой. Если бы он пропустил это необыкновенное греховное облако во время этой конвенции обмена, такой предмет мог бы не появиться на другом аукционе. Владелец греховного облака определенно скроет его чрезвычайно секретно, покинув это место, поэтому, если этот обмен не состоится, у него не будет возможности снова найти предмет. Это греховное облако было чрезвычайно важно для него, поскольку оно было жизненно важным решающим фактором в том, сможет ли он преодолеть свое следующее великое небесное бедствие. Без этого греховного облака был очень малый шанс, что он сможет преодолеть это бедствие, поэтому можно сказать, что это греховное облако было практически так же важно, как и его жизнь. Может быть, действительно не было никого, кто обладал бы наступательным божественным духовным сокровищем. По мере того, как время, предоставленное ему человеком в черной ци, истощалось, человек в малиновом свете становился все более и более отчаянным, и он стиснул зубы, похлопав по синему мешочку, свисавшему у него с талии. Сразу же вспыхнула вспышка синего света, после чего в его руке появилась полупрозрачная голубая ледяная клетка. Клетка была всего около фута в высоту, и на ее поверхность было наклеено несколько золотых и серебряных талисманов. В клетке была белоснежная духовная птица, которая гордо стояла на горизонтальной искусственной ветке, сделанной из какого-то мерцающего серебряного дерева, и совершенно невыразительно оценивала все вокруг. Это ледяной феникс, унаследовавший часть родословной небесного феникса. Возможно, сейчас он только на стадии формирования ядра, но это только из-за изнурительной травмы. При некоторой осторожности и заботе он может легко вернуться к пику своего могущества всего за несколько столетий, и я могу заверить вас, что после достижения стадии метаморфозы этот ледяной феникс приобретет чрезвычайно красивую человеческую форму. Вдобавок он обладает телосложением первозданной инь, и оба эти фактора делают его исключительным партнером для парной культивации. Я уверен, что вы все знаете о преимуществах интеграции инь и ян при поглощении ее иньскую ци первозданного небесного феникса, поэтому я не буду вдаваться в подробности. Даже если это не имеет такого сильного эффекта, как очищающая таблетка, она тоже помогает в преодолении узких мест. Даже если вы не возьмете ее первозданную иньскую ци и не сможете как-то приручить ее, она все равно останется духовным зверем с безграничным потенциалом. Уверен, что она вас не разочарует. Я завладел этим ледяным фениксом случайно, и я готов предложить ее вместе с двумя другими предметами в качестве наступательного божественного сокровища. Это все, что у меня есть. Если вы упустите эту возможность, нечто подобное больше не повторится.
В голосе мужчины теперь действительно начинало проявляться отчаяние, и он напоминал зверя, которого загнали в угол. Это вовсе не было чрезмерной реакцией. То, что могло спасти его жизнь, было прямо перед его глазами, но он не мог этого добиться, любой был бы в таком же отчаянии, будь он на его месте. Однако никакой реакции в зале по-прежнему не последовало. В своем отчаянии человек в малиновом свете снова повернулся к человеку в черной ци. «Господин, если бы я предложил вам эти 3 предмета?» Человек в черной ци без колебаний перебил его. «Я уже ясно дал понять, я не приму ничего, кроме наступательного божественного духовного сокровища из хаотического списка». Услышав это, человек в малиновом свете погрузился в полное отчаяние. Однако внезапно раздался мужской голос, и для его ушей он был подобен небесной музыке. «Хорошо, я согласен на сделку». Человек в малиновом свете поначалу пребывал в полном недоумении, но после краткого ошеломленного ступора на его лице появилось выражение экстаза. «Вы серьезно? Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне на платформе». В то же время он сразу же сфокусировал свой взгляд на павильоне, откуда раздался голос. Человек в черной ци явно был очень взволнован, услышав это. И естественно, что заговорил никто иной, как Хань Ли. С тех пор, как человек в малиновом свете вытащил этого ледяного феникса, он оценил его со странным выражением лица и после короткого размышления принял решение. Многие другие люди также бросили удивленные взгляды на Хань Ли, услышав это. Однако он не обратил на них внимания и вырвался вперед полосой лазурного света, появившейся на платформе после единственной вспышки. Даже сейчас человек в малиновом свете все еще был в недоумении и спросил слегка дрожащим голосом: «Вы действительно обладаете наступательным божественным духовным сокровищем?» Хань Ли улыбнулся и сначала взглянул на белоснежного ледяного феникса в клетке, а затем спокойно ответил: «Я действительно обладаю довольно мощным наступательным божественным духовным сокровищем, но я не совсем уверен, находится ли оно в хаотическом списке, так что мне нужно, чтобы вы двое подтвердили это для меня». Восторг в сердце этого человека в малиновом свете сразу же значительно потускнел, услышав это, но он все же с надеждой подсказал: я понимаю. Пожалуйста, покажите его, господин». Что касается человека в черной ци, он хранил полное молчание и просто наблюдал за происходящим взаимодействием. Хань Ли, естественно, не собирался откладывать дальше и немедленно призвал гигантский черный клинок, который был выше взрослого человека. Лезвие было чрезвычайно устаревшим по конструкции и излучало первозданную ауру. Это был не что иное, как гигантский клинок, который Хань Ли получил после убийства этого могущественного существа расы Жун в огромной ледяной области. Он был не менее могущественным, чем его духовный кипригель, и оба эти предмета должны быть в хаотическом списке. Прежде чем человек в малиновом свете даже успел среагировать, человек в черной ци воскликнул восторженно: «Это клинок глубинного света». Услышав это, в сердце человека в малиновом свете сразу же возродилась надежда, и он поспешно спросил: «Вы узнаете этот клинок, господа?» Человек в черной ци силой подавил волнение в своем сердце и серьезно сказал: «Конечно, знаю. Это одно из последних сокровищ в хаотическом свитке, но, тем не менее, оно соответствует моим критериям. Я искал такое сокровище в течение долгого времени, так как же я могу не провести исследование заранее?» Сказав это, я должен сначала изучить этот предмет, чтобы убедиться в его подлинности. «Конечно. Господа, не могли бы вы?» Человек в малиновом свете сразу стал чрезвычайно вежливым по отношению к Хань Ли. «У меня, естественно, нет возражений, но разве вы не должны позволить мне изучить и те предметы, которые вы предлагаете?» — спросил Хань Ли с улыбкой, щелкнув запястьем и бросив гигантский клинок в сторону человека в черной ци. «Конечно, пожалуйста, давай, товарищ Даос». Человек в малиновом свете был в восторге от того, что все идет так гладко, и немедленно бросил флакон с лекарством, свиток и ледяную клетку Хань Ли. Синий свет сразу же вспыхнул в глазах Хань Ли, и он также высвободил свое духовное чутье, чтобы провести тщательное обследование. В этот момент человек в малиновом свете, естественно, также взял греховное облако на исследование, чтобы проверить, действительно ли в нем содержится 10 миллионов звериных душ. Все трое довольно быстро закончили. Человек в черной ци просто ввел свою духовную силу в гигантский клинок, а затем выполнил им тренировочный взмах, удовлетворенно кивнув, убрал его в свой браслет для хранения. «Ха-ха, это греховное облако, действительно то, чем вы его называете», хмыкнул человек в малиновом свете после завершения исследования греховного облака и пролетел через белый световой барьер полосой черного света. Он вернулся в свой каменный павильон, ничего не сказав Хань Ли и человеку в черной ци. Хань Ли просто улыбнулся, увидев это, и убрал золотой свиток и пузырек с лекарством взглянуть на ледяного феникса. В глазах ледяного феникса промелькнула тень очеловеченной печали, но она быстро сменилась его обычным холодным выражением лица. Хань Ли убрал ледяного феникса в браслет для хранения духовных зверей.
После этого он сложил кулак в знак приветствия человеку в черной ци и полетел обратно в свой каменный павильон. Человек в черной ци хихикнул и последовал его примеру, отойдя от каменной платформы порывом черного ветра. Таким образом, следующая группа людей сразу же бросилась на каменную площадку, и обмен мнениями продолжился. Хань Ли откинулся на спинку стула и закрыл глаза, выглядя довольно спокойным и собранным, но его бурные эмоции противоречили его спокойному внешнему виду. Примерно через полдня мужчина в золотой маске наконец объявил о завершении соглашения по обмену. Хань Ли и другие культиваторы интеграции тела отказались от предложения человека в золотой маске остаться на пир и покинули черное пространство во главе с посланником руководства. Затем они вышли из другого выхода, полетев обратно к горе 9 бессмертных. Глава 1827. Воссоединение со старым знакомым. Вся конференция по обмену заняла почти день и ночь, и когда Хань Ли вернулся во дворец бессмертных, был полдень следующего дня. Он вызвал Хай Юэтяня и Цилин Цзы в свою комнату, и он почувствовал облегчение, услышав подтверждение того, что за время его отсутствия не произошло ничего необычного. Отправив 2 своих именных учеников прочь, он вошел в секретную комнату, прежде чем сесть на футон. Затем он перевернул руку, достал браслет духовного зверя и подбросил в воздух. Во вспышке синего света из браслета вырвалась полупрозрачная ледяная клетка. В ледяной клетке был белоснежный ледяной феникс, и он явно не ожидал, что его выпустят так скоро. Он поспешно взмахнул крыльями, выпустив серебряный ореол света, который мгновенно скрыл его тело, затем повернулся к Хань Ли с осторожным выражением лица. Увидев Хань Ли, в глазах ледяного феникса сразу же появился намек на недоверие, и он воскликнул: «Это ты? Как такое может быть?» У него был приятный голос молодой женщины, но он был немного холодным и неприступным. «Давно не виделись, фея Феникс». «Я не думал, что мы воссоединимся здесь», — вздохнул Хань Ли, оценивая ледяного феникса. Этот ледяной феникс, естественно, был никем иным, как тем же самым ледяным фениксом, который отправился с ним в этот пространственный узел в человеческом мире. В конце концов, они были насильственно разделены пространственными штормами, а теперь воссоединились. Этот ледяной феникс когда-то стоял на самой вершине человеческого мира, но всего за несколько веков он был низведен до состояния, когда она не могла даже принять человеческий облик и была запечатана в клетке как духовный зверь. Хань Ли невольно подумал, как судьба и удача временами работают таким замечательным образом. В то же время он был переполнен неописуемыми эмоциями при виде ледяного феникса, с которым он работал, чтобы отправиться в мир духов. Она была причиной его решения согласиться на обмен, предложенный на съезде. Так что это действительно ты, брат Хань. Это также значит, что ты был тем, кто обменялся на меня во время Конгресса. Ты уже достиг стадии пространственного закаливания. Голос ледяного феникса по-прежнему был таким же холодным, как всегда, но слегка дрожал. Верно, это действительно я. Что касается моей базы культивации, то ты скоро все узнаешь. Никогда бы не подумал, что встречусь с тобой во время конференции обмена в черном пространстве при таких замечательных обстоятельствах. Похоже, судьба решила, что нам еще не пора полностью разорвать наши связи. Позвольте мне сначала вытащить вас из этой клетки. Лазурный свет вспыхнул на одном из пальцев Хань Ли, и он постучал кончиком пальца по золотому и серебряному талисманам на клетке. Талисманы тут же вылетели из клетки в яркой вспышке света, и клетка была открыта одновременно. Спасибо, господин Даосист Хань. Ледяной феникс все еще была немного сбита с толку, но, естественно, обрадовалась, увидев это, и взмахнула крыльями, мгновенно вылетев из клетки в виде шара белого света. Сразу после этого тело ледяного феникса резко увеличилось до более чем 5 футов в длину во вспышке серебряного света. Перья на ее теле были блестящими и прозрачными, и казалось, что она была вырезана изо льда. Ледяной феникс вытянула свое изящное тело и покачала головой. «К сожалению, я не могу трансформироваться, поэтому я смогу разговаривать с тобой только в этой форме. Пожалуйста, прости меня, господин Даосист Хань. Ничего страшного, с фундаментом, который ты создала в прошлом, тебе будет несложно вернуться к стадии метаморфозы после того, как печать в твоем теле будет снята», — сказал Хань Ли с улыбкой. «Я вижу, ты определил печать в моем теле, брат Хань. Это ограничение было наложено тем культиватором интеграции тела, и это довольно неприятно». По его словам, похоже, что только другие культиваторы интеграции тела смогут снять ограничения. Ледяной феникс явно предполагала, что Хань Ли находится только на стадии пространственного закаливания, поэтому она не думала, что он сможет что-то сделать. «Хе-хе, это так?» «Дай мне попробовать», — усмехнулся Хань Ли и внезапно протянул к ней руку, положив ее на одно из нетронутых белых крыльев ледяного феникса. Вспышка пятицветного пламени сразу же вырвалась наружу, в безумии захлестнув тело ледяного феникса. Ледяной феникс почувствовал, как ледяная сила мгновенно потекла через ее меридианы и яростно обрушилась на слои ограничений внутри ее тела.
Ограничения были быстро сняты, и она, естественно, была в восторге от этого, но также очень удивилась. Подумать только, что он с такой легкостью снял эту печать. Неужели он был культиватором на стадии интеграции тела? Это было просто невероятно. Было несколько правдоподобно, что Хань Ли смог перейти к стадии пространственного закаливания в течение нескольких столетий, если бы он столкнулся с некоторыми чудесными возможностями за это время, но стадия интеграции тела явно была ему недоступна. Эти мысли быстро промелькнули в разуме Ледяного Феникса, и после того, как ограничения в ее теле были сняты, она открыла клюв, чтобы что-то сказать, но в следующее мгновение ее сердце слегка задрожало, и она рефлекторно проглотила свои слова. После того, как ограничения были нарушены, ледяная энергия в ее меридианах не сразу покинула ее тело. Вместо этого она приблизилась к ее дантяну и устремилась в ее демоническое ядро. Ледяной Феникс была слегка сбита с толку этим, но огромная истинная эссенция Хань Ли была слишком сильна, чтобы она могла сопротивляться, поэтому она могла только пассивно принять эту инъекцию ледяной силы. Спустя несколько мгновений ее аура резко усилилась, и она в мгновение ока достигла определенного узкого места. Раздался глухой удар, и из него вырвался шар пронзительного белого света, заливая все ее тело. Только тогда Хань Ли убрал руку со слабой улыбкой на лице. Сверкающий белый свет закрутился и исчез, и перед его глазами появилась женщина в серебряной мантии. Ледяной Феникс сумела принять свой человеческий облик. Глаза женщины в серебряном одеянии были наполнены возбуждением, и она в приподнятом настроении осмотрела собственное тело, а затем с благодарностью поклонилась Хань Ли. «Я должна еще раз поблагодарить тебя, господин Даосист Хань. Не нужно быть таким вежливым и формальным. Если бы мы не работали вместе несколько веков назад, я бы определенно не смог попасть в мир духов самостоятельно. Кроме того, доза истинной эссенции, которую я ввел в твое тело, достаточно только для того, чтобы временно поднять тебя на стадию метаморфозы. Если ты хочешь постоянно поддерживать эту форму, тогда тебе стоит немедленно войти в уединение. В противном случае, как только этот всплеск истинной эссенции рассеется, тебе придется вернуться к своей исходной форме, напомнил Хан Ли. Конечно. С помощью этого выброса истинной эссенции я уверена, что смогу вернуться на стадию божественной трансформации намного быстрее, чем я мог бы это сделать в противном случае. Кажется, что ты действительно продвинулся до стадии интеграции тела. Похоже, теперь мне придется называть тебя старшим Ханем, вздохнула женщина в серебряной мантии со своеобразным выражением лица. Я смог достичь этой базы культивации только благодаря огромной удаче. С твоими способностями как ледяного феникса это будет лишь вопросом времени, когда ты также достигнешь стадии интеграции тела. Ты мой единственный знакомый из мира людей здесь, в мире духов, поэтому, пожалуйста, относитесь ко мне как к равному. В противном случае я буду чувствовать себя довольно некомфортно, небрежно сказал Хань Ли. Женщина в серебряном одеянии могла сказать, что Хань Ли был искренним, и сказала: «В таком случае, пожалуйста, прости меня, брат Хань». «Как ты попала в плен и довели до такого жалкого состояния, госпожа Феникс?» — поинтересовался Хань Ли. «Теперь, когда ты упомянул об этом, то ты частично виноват в моем несчастье», — с кривой улыбкой ответила женщина в серебряной мантии. Хань Ли, немного помедлив, спросил: «А? Неужели это из-за тех ограничений, которые я установил в твоем теле? Они активировались после того, как мы расстались?» «Верно. Ты определенно наложил в мое тело некоторые чрезвычайно глубокие ограничения, брат Хань. Мне потребовалось около 100 лет, чтобы едва ослабить их, но в результате я была сильно ослаблена и стала мишенью кучки трусов. Мне удалось сбежать с помощью секретной техники, но после этого моя база культивации резко упала, и я оказалась в таком состоянии. Если подумать, если бы этот культиватор интеграции тела не вмешался, чтобы спасти меня, я, скорее всего, уже была бы мертва. Однако после того, как он обнаружил, что я не могу превращаться в человека, он стал относиться ко мне как к духовному зверю и готовился сделать меня своим связанным духовным животным. Я, естественно, отказалась принять такую договоренность, поэтому я была заперт в клетке, объяснила женщина в серебряной мантии. Хань Ли кивнул в ответ, спросив: «А? Ты знаешь, кто этот культиватор интеграции тела?» Женщина в серебряной мантии, немного подумав, спросила: «Боюсь, что нет». Этот мужчина очень опытен в иллюзорных техниках и часто менял свою внешность и местонахождение, из-за чего я не могла понять его истинную внешность. Единственное, в чем я уверена, так это в том, что он культиватор дьявольского Даа из человеческой расы, а не часть расы демонов. Дьявольский культиватор. В нашей человеческой расе всего несколько известных культиваторов интеграции тела дьявольского Даа, он должен быть одним из них, сказал Хань Ли, задумчиво кивнув. Независимо от того, кто он действительно спас мне жизнь.
С другой стороны, он пытался заставить меня стать его духовным зверем после этого, так что я думаю, что сейчас мы квиты. Женщина в серебряном одеянии, похоже, не затаила обиды на своего похитителя на стадии интеграции тела, и было невозможно сказать, думала ли она на самом деле так или у нее не было другого выбора, кроме как сказать это, поскольку она не могла отомстить культиватору интеграции тела. Хань Ли улыбнулся в ответ и сменил тему. «Теперь, когда ты свободна, каковы твои планы на будущее? Планируешь ли ты вернуться к расе демонов? Раса Черного Феникса также унаследовала родословную Небесного Феникса, поэтому я уверен, что с тобой будут хорошо обращаться там». Самообладание женщины в серебряной мантии сразу же лопнуло, когда она услышала упоминание о расе Черного Феникса, и она обиженно стиснула зубы, когда сказала «раса Черного Феникса». Нападавшие были никем иным, как членами расы Черного Феникса. Если я пойду к ним в моем нынешнем состоянии, я с таким же успехом могу подать себе голову на серебряном блюде. Хань Ли был очень удивлен, услышав это, и после короткой паузы продолжил. Те, кто ранили тебя, были членами расы Черного Феникса. Это создает проблемы. Каковы твои планы, фея Феникс? Женщина в серебряном одеянии долго размышляла над этим вопросом, прежде чем, наконец, нерешительно ответила: «Я хочу остаться с тобой, пока я не восстановлю свою магическую силу. Как культиватор интеграции тела, я уверена, что ты будешь более чем способен защитить меня. Я просто слишком слаба в моем нынешнем состоянии, и тот факт, что я ледяной феникс, неизбежно вызовет для меня бесконечные проблемы. Где бы я ни пряталась, кто-то будет выслеживать меня, и я могу оказаться в еще худшей ситуации, чем раньше». Глава 1828. Колия духовного сбора. «Ты хочешь остаться со мной?» Хань Ли, казалось, несколько опешил, услышав это. «Я знаю, что в моем нынешнем состоянии буду только отягощать тебя, но у меня есть некоторые способности к созданию информации и пространственным способностям, так что, возможно, я смогу оказать тебе некоторую помощь. Вдобавок ко всему, в моем теле есть первозданная инская ци Небесного Феникса, которая должна быть чрезвычайно эффективной для повышения твоих шансов прорваться через будущие узкие места. Как только я вернусь на мою прежнюю базу культивации, я готова передать тебе эту первозданную инскую ци», сказала женщина в робе со слабым румянцем. «Что ты сказала?» «Пожалуйста, пойми правильно, брат Хань. Наша раса Ледяного Феникса обладала унаследованной секретной техникой, которая может позволить нам изгнать первозданную инскую ци Небесного Феникса из наших тел, не прибегая к парной культивации. Конечно, эффект будет быть немного менее могущественным, но он все равно может оказать некоторую помощь», объяснила женщина в серебряной мантии, и ее выражение лица вернулось к нормальному. Услышав это, в глазах Хань Ли промелькнул намек удивления, и после некоторого размышления он серьезно сказал: «Понятно. В таком случае мне действительно понадобится твоя помощь, когда придет время. А пока ты можешь оставаться со мной, но есть некоторые вещи, которые я должен сначала разъяснить тебе, чтобы ты не пожалела о своем решении позже». Женщина в серебряном одеянии обрадовалась, узнав, что Хань Ли готов рассмотреть ее предложение, и сразу же сказала: «Пожалуйста, продолжай, брат Хань. Во-первых, я не могу гарантировать, что ты будешь в полной безопасности, оставаясь со мной. Если отбросить все остальное, неизбежное дьявольское бедствие будет чрезвычайно трудным препятствием для таких культиваторов интеграции тела, как я. Даже я не полностью уверен в своей способности пережить это испытание. Во-вторых, у меня есть некоторые секреты, и я не хочу, чтобы другие люди узнали о них. Если ты хочешь остаться со мной, тогда ты должна следовать моим инструкциям в своей культивации, а также всему остальному. Если ты не сможешь принять такие ограничения, то смело уходи. Наконец, из-за того, что ты демон, в присутствии других тебе, скорее всего, придется быть рядом со мной в качестве наложницы или слуги, что может запятнать твою репутацию», медленным голосом сказал Хань Ли. «Дьявольские бедствия. Я мало что знаю об этом, но, поскольку это то, что повлияет как на расы людей, так и на демонов, уверена, что я везде буду в опасности. Если бы я стала искать убежище в моем нынешнем состоянии, я, скорее всего, была бы использован просто как пушечное мясо, так что мне намного безопаснее оставаться с тобой. Что касается всего остального, я, естественно, последую твоему примеру. С твоим нынешним статусом бесчисленное количество культиваторов женщин на стадии формирования ядра и зарождающейся души примкнут к тебе, если ты объявишь, что ищешь слугу или наложницу, так что такая договоренность меня нисколько не беспокоит», безразлично ответила женщина в серебряной мантии. «В таком случае я согласен позволить тебе остаться со мной. Вот тебе несколько таблеток. До окончания съезда 1000 сокровищ оставайся пока в этой секретной комнате и занимайся культивацией. Как только мы вернемся в мою пещерную резиденцию, я устрою тебе отдельное место для культивации», сказал Хань Ли, проводя рукой по своему браслету для хранения, вытащив несколько нефритовых флаконов разного цвета и бросив их женщине.
Женщина поймала флаконы один за другим, сняла с них крышки и исследовала содержимое своим духовным чутьем, после чего на ее лице появилось приподнятое выражение. «Я не думала, что у тебя столько таблеток, которые могут усилить магическую силу. В таком случае я определенно очень скоро смогу вернуться на свою прежнюю базу культивации. Хе-хе, будьте уверены, фея Феникс, у меня более чем достаточно таблеток для культиватора формирования ядра и зарождающейся души, чтобы удовлетворить твои потребности. Если тебе нужно что-то еще, не стесняйся сказать мне. Я предполагаю, что чем выше твоя база культивации, тем больше первозданной инскойцы Небесного Феникса будет для меня эффективным. Чтобы преодолеть эти дьявольские бедствия, мне, скорее всего, придется позаимствовать твою первозданную инсуицию Небесного Феникса в какой-то момент в течение следующих нескольких столетий», — сказал Хань Ли с улыбкой. «Будь уверен, брат Хань, я не из тех, кто отвечает за доброту неблагодарностью. Когда придет время, я обязательно сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь тебе», — сказала женщина в серебряной мантии с великолепной улыбкой, которая осветила ее холодное лицо, вызывая образы, похожие на бесчисленные цветы, распускающиеся сквозь зимний снег, и даже Хань Ли задержал на ней свой взгляд. Казалось, она заметила восхищение в глазах Хань Ли, и легкий румянец появился на ее лице, когда она сделала еще один реверанс. «Раз ты согласился позволить остаться с тобой, я сразу же начну культивировать. Чем раньше я верну свою магическую силу, тем скорее я буду тебе полезна. Хорошо, мне нужно исследовать сокровища, которые я получил на съезде, чтобы ты могла культивировать в этой секретной комнате». Намек ясности вернулся в глаза Хань Ли, и он кивнул, покинув секретную комнату. После ухода Хань Ли женщина в серебряной мантии долго стояла на месте со своеобразным взглядом и вздохнула. Затем она открыла один из пузырьков с лекарством и вытащила огненно-красную таблетку, после чего проглотила ее. После этого она села на футон, на котором раньше сидел Хань Ли, и начала культивировать с помощью таблетки. Тем временем Хань Ли пробрался в другую секретную комнату поблизости, которая была такого же размера, и сел на пол, прищурившись, рассматривая почти прозрачную золотую таблетку. Как и ожидалось от такой известной таблетки. Она действительно отличается от всего, что я видел раньше. Надеюсь, она действительно поможет мне в моих открытиях, как утверждают легенды, пробормотал Хань Ли про себя и осторожно убрал таблетку снова прочь. После этого духовный свет снова вспыхнул из его рук, и сразу появились два предмета, один из которых был золотым свитком, а другой — мешочком из золотой ткани. Свиток был одним из 3 сокровищ, которые Хань Ли получил от человека в малиновом свете, а золотой мешочек был вторым сокровищем, полученным им в черном пространстве. Хань Ли подбросил золотой свиток и больше не обращал на него внимания, пока тот парил в воздухе. Затем он сосредоточил свое внимание на золотом мешочке и ослабил его отверстие, выпустив струну лазурного света, которая вырвалась изнутри мешочка на фоне громкого жужжания. Вспыхнул зеленый свет, и перед ним появилось 12 зеленых деревянных прутьев, каждая по несколько дюймов в длину. Жезлы летали по воздуху, преследуя друг друга, словно они уже достигли некой духовной природы. Увидев это, Хань Ли сделал печать заклинания руками и издал низкий крик, резко повернув руку. 5 вспышек лазурного света вырвались из кончиков его пальцев, а затем превратились в бесчисленные лазурные нити, разлетевшиеся по воздуху. Затем нити переплелись, образуя массивную лазурную сеть, охватившую всю секретную комнату. В следующее мгновение 12 зеленых деревянных прутьев были пойманы, как рыба в сети. Несмотря на то, что они постоянно вертелись и скручивались, пытаясь освободиться, они были полностью захвачены лазурными нитями. Слабая улыбка появилась на лице Хань Ли, и он убрал протянутую руку. Лазурная сеть немедленно затянулась, и все 12 деревянных прутьев подлетели к нему, он вытащил одну из них из сети, внимательно осмотрев его. Поверхность деревянного жезла ярко-зеленого цвета была покрыта серией чрезвычайно глубоких серебряных рун. Однако еще более удивительным было то, что эти прутья испускали выбросы чистой и вязкой духовной ци. Значит, это действительно легендарное колье духовного сбора. Подумать только, что духовное глазное дерево использовалось в качестве основного материала для обработки целых 12 зародышей, что за экстравагантный проект. Интересно, смогу ли я полностью закончить этот набор сокровищ когда-нибудь? С помощью завершенной версии этих сокровищ я смогу поглощать духовную силу с неба и земли гораздо быстрее, задумчиво пробормотал Хань Ли, поглаживая деревянный прут в своей руке. Через некоторое время он покачал головой и снова бросил деревянный стержень в лазурную сеть. Затем он сделал печать заклинания руками, и вся сеть превратилась в вспышку лазурного света, охватившую 12 прутьев, а затем их затянуло в золотой мешочек. Хань Ли указал пальцем на сумку, и ее отверстие было немедленно закрыто. После этого он убрал мешочек в свой браслет для хранения, а затем посмотрел на золотой свиток, парящий в воздухе. Он протянул руку и нежно махнул рукой, и свиток оказался у него в руках. Он был немного прохладным на ощупь, но имел текстуру мягкой ткани. Синий свет вспыхнул в глазах Хань Ли,
и он внимательно осмотрел свиток дюйм за дюймом с близкого расстояния, и через некоторое время его брови слегка нахмурились. В этом свитке, похоже, вообще не было отверстий, которые можно было бы использовать, и даже благодаря использованию способности его глаз духовного прозрения, он был встречен только видом не более чем золотого света, и он был совершенно не способен видеть его. Он сделал глубокий вдох и высвободил свое огромное духовное чутье, и его струйка мгновенно устремилась к свитку. Однако в следующее мгновение он резко щелкнул запястьем, и свиток был отброшен примерно на 10 футов. В тот момент, когда его духовное чутье соприкоснулось со свитком, из него вырвался взрыв мощной всасывающей силы и мгновенно поглотил этот пучок духовного чутья. Затем всасывающая сила попыталась перейти к остальной части его духовного чутья, и если бы он не среагировал так быстро, как он это сделал, он, скорее всего, потерял бы больше, чем просто клочок духовного чутья, которое он высвободил. Хань Ли смотрел на золотой свиток вдалеке с легкой тревогой, и, потратив время на то, чтобы восстановить самообладание, его осенило, что эту штуку будет очень сложно взломать. После краткого размышления он внезапно указал пальцем на золотой свиток, и лазурная нить меча мгновенно вырвалась вперед. Нить меча ударила по свитку с резким лязгом, и на его поверхности вспыхнул золотой свет. Нить меча была полностью отбита и удерживалась на расстоянии, и она не смогла оставить ни малейшего следа на свитке. Выражение лица Хань Ли резко изменилось, увидев это. С его нынешними способностями на стадии интеграции тела в дополнение к остроте его лазурных облачных мечей и теплых облаков, во всем мире духов было не так много вещей, которые нити его мечей не смогли бы прорезать. Однако этому свитку удалось остаться полностью невредимым, что наводило на мысли, что, по крайней мере, он должен был быть изготовлен из какого-то чрезвычайно редкого материала. Неудивительно, что человек в малиновом свете так не хотел расставаться с этим свитком, хотя у него не было возможности его открыть. Однако в этот предмет нельзя было проникнуть с помощью духовного чутья, и он был явно почти неразрушим, поэтому казалось, что его печать действительно не может быть сломана грубой силой. Помня об этом, Хань Ли сосредоточил свой взгляд на золотых рунах, внезапно появившихся на поверхности свитка. Это были не что иное, как текст золотой печати. Однако изначально они прятались в свитке и появились только после того, как их поразила его нить меча. Глава 1829. Встреча. Текст золотой печати отличался от скошенного серебряного текста, и, скорее всего, среди рас людей и демонов было не более 10 существ, которые могли интерпретировать первый. Те, кто был в состоянии прочитать этот духовный текст, считали его необыкновенным сокровищем и держали в секрете от всех остальных. Таким образом, даже при том, что было ясно, что среди двух рас определенно есть люди, которые могли интерпретировать текст золотой печати, было довольно сложно точно определить, кто эти люди. По крайней мере, человек в малиновом свете, скорее всего, не понял этого духовного текста. В противном случае он не был бы полностью поставлен в тупик этим текстом. Если бы Хань Ли не выучил этот духовный текст еще в огромной ледяной области, он был бы также беспомощен перед этим сокровищем. Хань Ли смотрел на золотые руны лишь мгновение, прежде чем они снова исчезли, и его брови слегка нахмурились. Он быстро провел несколькими пальцами по направлению к свитку, снова выпустив полоски лазурного меча Ци. После удара полосками меча Ци появилось больше золотых рун, и они немного отличались от предыдущих. Сердце Хань Ли слегка дрогнуло, пока он продолжал выпускать безжалостную нить меча Ци, и свиток мгновенно залил лазурным светом. Шары золотого света вырвались из поверхности свитка, и весь кусок текста золотой печати был открыт. Синий свет вспыхнул в глазах Хань Ли, и он сосредоточил свой взгляд на этих золотых рунах, не мигая, и только спустя долгое время он перестал выпускать безжалостную нить меча Ци. Духовный свет, мерцающий от свитка, исчез, как и золотые руны, и Хань Ли, сделав хватательное движение, вернув свиток в свои руки, и на его лице появилось задумчивое выражение. Он уже выучил этот фрагмент текста наизусть, а также вкратце проанализировал его. Если он не ошибался, этот фрагмент духовного текста описывал метод установки глубокой формации. Формулировка была немного двусмысленной, но несомненно было то, что, если бы он полностью овладел содержанием этого фрагмента текста, он был бы в состоянии настроить всю формацию. Формация была не очень большой, но гораздо более глубокой и сложной, чем подавляющее большинство формаций, которые Хань Ли видел в мире духов. Если бы не тот факт, что он внимательно изучал использованные талисманы, которые он получил из огромной ледяной области, то он бы вообще не смог понять содержание этого фрагмента текста. В конце концов, распознавание рун текста золотой печати и овладение формацией, начертанной в тексте золотой печати, были двумя совершенно разными вопросами. Более того, Хань Ли подсчитал, что для него было бы невозможно полностью овладеть этой формацией, если бы он не изучал ее усердно в течение нескольких десятилетий. Несмотря на то, что его очень интересовало то, что было запечатано в свитке, он не мог тратить так много времени на это в такой решающий момент. Таким образом, он выдохнул, убрав золотой свиток в свой браслет для хранения,
а после этого он перевернул руку, достав извилистый кусок красновато-черного дерева, который был около полфута в длину. Кусок дерева был полностью лишён блеска и постоянно испускал струйки кровавого тумана. Это был никто иной, как кровавое плачущее духовное дерево, которое он получил на аукционе. После извлечения этого предмета браслет для хранения на запястье Хань Ли продолжал вспыхивать духовным светом, и в быстрой последовательности появлялся ряд материалов. При виде этих предметов на лице Хань Ли появилась легкая улыбка, и он внезапно подбросил кусок дерева в воздух, а затем открыл рот, выпустив шар серебряного пламени. Пламя мгновенно охватило весь кусок дерева, и туман крови, и серебряное пламя переплелись среди череды громких тресков и хлопков. Хань Ли сделал печать заклинания руками, протягивая другую руку, и все материалы на земле также мгновенно поднялись в воздух, погрузившись в серебряное пламя. Синий свет вспыхнул в его глазах, и он пристально посмотрел на серебряное пламя в воздухе и сосредоточил на нем все свое внимание. Он оставался в секретной комнате весь день, и даже его ночные уроки культивации с Хай Юйтянем и Цилин Цзы проводились посредством передачи голоса, пока те стояли по другую сторону двери секретной комнаты. Прошло 7 дней, и Хань Ли наконец вышел из секретной комнаты. Как только он появился, он сопровождал Хай Юйтяня и Цилин Цзы глубокой ночью за сотни тысяч километров от гора 9 бессмертных, а затем дал им несколько таблеток и сокровищ и отправил их в путь в город высшего неба. Затем он сам вернулся на гору 9 бессмертных, а через несколько дней его посетил даосский мастер Тысячи Костей. Хань Ли долго беседовал с ним в зале, пока тот не ушел, и в то же время несколько других бродячих культиваторов во дворцах бессмертных на горе ушли примерно в то же время, а затем исчезли. Полдня спустя группа бродячих культиваторов стадии интеграции тела, включая Хань Ли, собралась в определенном месте. Их встреча была довольно короткой и проходила скрытно, поэтому никто не заметил, что они делали. В течение оставшейся части съезда Тысячи сокровищ Хань Ли часто посещал рынки, время от времени покупая материалы. В остальное время он встречался с некоторыми другими культиваторами стадии интеграции тела, а также посетил некоторые другие соглашения по секретному обмену, получая при этом некоторые награды. Дайер также приходила на его поиски раз в несколько дней, и хотя у нее никогда не было ничего важного или срочного, о чем можно было бы поговорить с ним, у них всегда был приятный разговор, и она уезжала в приподнятом настроении. Тем не менее, все еще было немного неприятно видеть внешность Дайер, которая так точно отражала внешность Наньгун Ван. Когда съезд Тысячи сокровищ подходил к завершению, святой владыка Небесного Юаня и тиранический владыка Сюань снова отправили людей набирать бродячих культиваторов интеграции тела на горах 9 бессмертных, пообещав им чрезвычайно щедрые награды за их услуги, и они действительно удалось успешно завербовать несколько бродячих культиваторов. Конечно, Хань Ли снова отклонил предложение, и за несколько дней до окончания съезда Тысячи сокровищ он покинул гору 9 бессмертных, бесследно исчезнув вместе с Бай Гоэр. После окончания съезда люди и демоны, собравшиеся на горах 9 бессмертных, тоже ушли, и примерно через месяц на горе восстановился мир и покой, за исключением группы стражников, которые остались там. Шло время, и все слухи, которые распространились в связи с этим изданием-съездом, постепенно улетучились и из всеобщей памяти. 4 года пролетели в мгновение ика. В этот день группа культиваторов внезапно полетела с определенного направления к скрытой и уединенной горе в регионе Тянь-Юань. Группа состояла из культиваторов обоих полов и всех возрастных категорий, и все они были одеты в разную одежду, но на рукавах их одежды был вышит голубой символ «Гоу». В группе было явное большинство женщин, и все они были чрезвычайно красивы, и эта группа из почти 100 культиваторов спустилась на вершину горы. Некоторые из них сразу же создали простую защитную формацию, в то время как остальные немедленно сели, скрестив ноги на относительно чистых участках горы и закрыли глаза для медитации. Эту группу возглавляли пожилой мужчина с желтыми волосами и молодая женщина в синем роскошном платье. Оба они были на поздней стадии пространственного закаливания, и их губы слегка дрожали, пока они разговаривали друг с другом посредством передачи голоса. Пожилой мужчина взглянул на небо, прежде чем передать свой голос молодой женщине. Глава семьи Сяофэн — это пик черепахи, на котором вы договорились встретиться с этим человеком, и согласованное время для нашей встречи приближается. Не заберет ли он назад свои слова? Будьте уверены, старейшина Ся, с нынешним статусом этого человека он не сможет отменить свое обещание. Кроме того, перед этой встречей он добровольно послал к нам человека для подтверждения, так что я уверена, что он скоро будет, без колебаний ответила девушка. Приятно слышать. Наш великий старейшина была ранена в первозданном мире, и после ее возвращения ей пришлось немедленно уйти в уединение на 100 лет, в результате чего она пропустила эту истинную духовную церемонию. Она единственная культиваторша интеграции тела из нашей семьи Гау, поэтому без ее присутствия наши перспективы на этой церемонии были бы совсем не очень оптимистичными. Хорошо, что вы предусмотрительно наняли культиватора интеграции тела заранее. В противном случае наша семья Гау вообще бы не смогла участвовать в этой церемонии, вздохнул пожилой мужчина. Верно.
Результаты этой церемонии определят, смогут ли и сколько членов нашей семьи войти в пещеру, где живут духи, а также сыграют ключевую роль в принятии решения о том, получим ли мы много других типов преимущества, поэтому мы не можем отказаться от этого, несмотря ни на что. Наша великая старейшина обеспечила хороший рейтинг для нашей семьи ГУ во время последней церемонии, и я подумала, что с другим культиватором интеграции тела, который поможет нам, мы сможем, чтобы получить более высокий рейтинг, но кто бы мог подумать, что наша великая старейшина будет вынуждена пропустить эту церемонию. При таких обстоятельствах я буду рада, если мы сможем сохранить наш первоначальный рейтинг, сказала молодая женщина с кривой улыбкой на ее лице. Это правда. Этот старший Хань только что перешел на стадию интеграции тела около 10 лет назад, в конце концов, поэтому, какими бы исключительными ни были его способности, он никак не может сравниться с нашим великим старейшиной, который был на интеграции тела в течение почти 10 тысяч лет. Вдобавок ко всему, наша великая старейшина обладает истинной духовной родословной, и если бы она активировала эту родословную, разрыв между ними увеличился бы еще больше. Пожилой мужчина вздохнул с кривой улыбкой на его лице. Это не идеально, но если среди нас не будет культиваторов интеграции тела, то наше выступление будет еще более ужасным во время этой истинной духовной церемонии, сказала молодая женщина с мрачным выражением лица. Действительно, в рядах всех 5 лучших истинных духовных семейств есть культиваторы интеграции тела, смиренно сказал пожилой мужчина. После этого они оба замолчали, и как будто у них пропало желание продолжать этот разговор. Время медленно шло, и примерно через 4 часа в далеком небе появилась полоска лазурного света, и, увидев это, в глазах молодой женщины появился намек восторга. Он здесь. Пожилой мужчина внимательно вглядывался в приближающуюся полоску лазурного света, слегка прищурившись, но свет был очень ярким и пронзительным, и он едва мог различить в нем две человекоподобные фигуры, одна из которых была немного выше другой. В следующее мгновение полоска лазурного света появилась в воздухе над горой, после чего свет погас, открыв молодого человека в лазурном одеянии и очаровательную маленькую девочку, которая выглядела примерно лет на 14. Глава 1830. Демоническая проекция на мрачных равнинах. Молодым человеком был никто иной, как Ханли, который исчез на несколько лет после окончания съезда Тысячи сокровищ, а маленькая девочка рядом с ним, естественно, была никем иным, как Байгоэр. Ханли уже взял ее в ученики, и она полностью зависела от Ханли, подавляя ледяной яд в ее теле, чтобы обеспечить ее выживание, поэтому она, естественно, следовала за ним, куда бы он ни пошел. Культиваторов семьи Гау охватило замешательство, когда они увидели фигуры в воздухе наверху, и многие из них вызвали в воображении слои защитного духовного света, глядя на Ханли с настороженностью в глазах. Ханли посмотрел вниз и, увидев молодую женщину, улыбнулся и сказал: «Извини, что заставил тебя ждать, госпожа Сяофэн, я столкнулся с небольшими неприятностями по пути сюда и немного опоздал». Затем на его теле появился слой лазурного света, и он охватил Байгоэр, спустившись на землю рядом с молодой женщиной. «Вовсе нет, старший, вы приехали как раз вовремя, мы просто пришли слишком рано. Я должна выразить искреннюю благодарность от имени нашей семьи Гу за то, что вы пришли встретить нас по договоренности. Это старейшина Ся из нашей семьи Гу, и мы двое будем руководить нашей семьей Гу во время этой истинной духовной церемонии». На лице молодой женщины отразился восторг, и она поспешно представила желтоволосого пожилого мужчину Хань Ли. «Рад познакомиться, старейшина Ся». Хань Ли почувствовал, что уровень культивации этого старейшины Ся не уступает фее Сяофэн, и сложил кулак, приветствуя пожилого человека. Пожилой мужчина все еще довольно скептически относился к силам Хань Ли, но он, естественно, не осмеливался проявить этот скептицизм и вел себя уважительно, сказав: «Это все мои удовольствия, старший Хань. Я много слышал о вас в течение этих последних нескольких лет, и все мы можем вздохнуть с облегчением теперь, когда вы здесь, чтобы поддержать нашу семью Гу». В этот момент все другие практикующие семьи Гу, естественно, также поняли, что Хань Ли был могущественным союзником, которого они ждали, и были весьма ошеломлены его юным внешним видом. Нет необходимости быть такими строгими и формальными, господа. Мы работаем вместе в рамках взаимовыгодного обмена. Я вижу, что великой старейшины вашей семьи, феи Тяньли, нет. Если я правильно помню, фея Сяофэн, ты сказала мне, что она тоже будет на церемонии. Неужели она отправилась туда раньше всех нас? Спросил Ханли, нахмурив брови, оценивая окружающих культиваторов семьи Гау. На лице молодой женщины появилось неловкое и покорное выражение. Боюсь, великая старейшина Тяньли не сможет представлять нашу семью Гау во время этой истинной духовной церемонии. Что ты имеешь в виду? Спросил Ханли, и его лицо слегка потемнело. Это было не то, о чем они изначально договорились. Приношу искренние извинения, старший, но наш великая старейшина была вынуждена отказаться от этой церемонии из-за инцидента. Видите ли? Пожилой мужчина поспешно начал объяснять ситуацию при виде недовольного выражения лица Хань Ли.
Фея Тянь Ли в настоящее время находится в уединении, чтобы оправиться от травмы, полученной в первозданном мире. Понятно. Оправиться от этих травм действительно непростая задача для культиваторов нашего ранга. Это ведь не доставит хлопот для вашей семьи Гоу во время этой церемонии. Хань Ли кивнул, и в его глазах появилось немного озабоченное выражение. Фея Сяо Фэн, похоже, уже тщательно обдумала этот вопрос, и на ее лице появилось торжественное выражение. Поскольку наша великая старейшина не может участвовать в церемонии, мы не сможем улучшить рейтинг нашей семьи, но с вашей помощью можем остаться на прежнем уровне. В этом случае все, что вам нужно сделать, чтобы выполнить свою часть сделки, это обеспечить сохранение рейтинга нашей семьи Гоу. Выражение лица Хань Ли немного смягчилось от ее слов, но в его глазах все еще был намек на сопротивление. Даже в этом случае это, скорее всего, будет довольно сложной задачей. В конце концов, я только что достиг стадии интеграции тела, поэтому я определенно не могу давать никаких обещаний. Молодая женщина на мгновение заколебалась при виде нерешительного выражения лица Хань Ли, а затем внезапно вытащила из рукава браслет для хранения и передала Хань Ли. Пока вы делаете все, что в ваших силах, чтобы помочь нам, наша семья Гоу готова предложить вам больше высокоранговых духовных камней, чем мы обещали изначально в качестве компенсации. Сердце Хань Ли слегка зашевелилось, и он принял браслет для хранения, вложив в него свое духовное чутье, и в его глазах вспыхнул намек на удивление. После краткого размышления Хань Ли убрал браслет для хранения и ответил с улыбкой. «Подумать только, что вы готовы предложить мне такую астрономическую сумму. Похоже, что для вашей семьи Гоу действительно очень важно преуспевать во время истинной духовной церемонии. В таком случае я обязательно сделаю для вас все, что в моих силах. Ваше присутствие, безусловно, очень обнадеживает нашу семью Гоу, старший Хань. Это место все еще находится примерно в месяце пути от платформы Тысячи Духов, где будет проводиться церемония, так что для нас будет лучше отправиться в путь прямо сейчас. Старейшина Сяо и я объясним конкретные детали церемонии по дороге». Это было бы прекрасно. Хань Ли, естественно, не возражал против этого. Таким образом, культиваторы семьи Гоу поднялись в воздух и улетели вдаль вместе с Хань Ли в их рядах. Мрачные равнины состояли из огромного участка бесплодной земли на границе области Тянь-Юань. Стоит сказать, что эти равнины были настолько обширны, что даже культиватору божественной трансформации пришлось бы летать без остановок днем и ночью около месяца, чтобы пересечь их. Вдобавок ко всему, это место изобиловало песчаными бурями и полностью лишено зелени и духовных вен, поэтому культиваторы редко когда-либо посещали это место. Даже если бы были случайные культиваторы, у которых не было другого выбора, кроме как пройти через эти равнины, они бы пролетели без всякой паузы. В этот день глубоко на равнинах находилось около дюжины культиваторов. Они выстроились в круговой строй, повернувшись спиной друг к другу, паря на небольшой высоте. Все они призвали свои самые могущественные сокровища, которые превратились в вспышки света, окутавшие их тело, но на лицах у них были испуганные выражения. Среди этих культиваторов самой высокой базой культивации обладал крепкий мужчина на средней стадии пространственного закаливания в парчевых одеждах. В одной руке он держал голубую бусину, а в другой — белый флаг. Он находился в центре формации с выражением шока и гнева на лице, даже более выраженным, чем у его товарищей, и его глаза постоянно бегали по строю. Как раз в этот момент порыв желтого ветра внезапно пронесся мимо одного из культиваторов мужчин в группе, и он рефлекторно моргнул. В это мгновение из желтого ветра со скоростью молнии вытянулась безупречная белая рука, и защитный духовный свет вокруг тела мужчины с легкостью разорвало на части, после чего белая рука прошла сквозь его грудь без каких-либо препятствий. Мужчина не успел даже пискнуть, как перед его грудью распустился белый ледяной цветок, и он мгновенно превратился в ледяную статую, после чего белая рука мгновенно исчезла. Все культиваторы поблизости были чрезвычайно встревожены этим и поспешно высвободили силы своих сокровищ, чтобы атаковать нападавшего, но все, что им удалось, это превратить своего замороженного товарища в измельченный лед, в то время как его убийца нигде не было видно. В то же время человек в парчевой мантии на стадии пространственного закаливания внезапно издал громкий рев, и из бусины в его руке вырвался столб пронзительного синего света. Столб света пронесся по воздуху, как молния, в мгновение ока поразив порыв желтого ветра. Сразу вспыхнул белый свет, и нечеткая фигура была вынуждена раскрыться, заключенная в шар синего света. Культиваторы в группе не нуждались в инструкциях от мужчины в парчевой мантии и немедленно сосредоточили свои атаки на этой нечеткой фигуре, и их атаки хлынули волной пятицветного света. Фигура была мгновенно разорвана пятицветным с глухим ударом, по-видимому, будучи совершенно неспособной оказать какое-либо сопротивление. Все культиваторы сразу же пришли в восторг от этого. Однако на лице мужчины в парчевой мантии появилось озадаченное выражение, и он внезапно сделал хватательное движение, втянув в руку фрагмент разрушенной фигуры, но обнаружил, что это был кусок безупречной белой твердой оболочки. Осколок была очень холодной и быстро таяла в воде в его руке. Не теряйте бдительности. Эта штука еще жива.
Мужчина в парчевой мантии зарычал, и выражение его лица резко изменилось. Он немедленно взмахнул своим белым флагом, чтобы защитить себя. Однако было уже поздно. В ушах мужчины в парчевой мантии внезапно раздался резкий пронзительный крик, после чего его шею захлестнуло ледяное ощущение холода, а его голова была обезглавлена парой снежно-белых клешней, похожих на ятаган. Сразу после этого позади его обезглавленного тела появилась массивная снежно-белая проекция многоножки. Эта многоножка была 50 футов в длину с 6 парами полупрозрачных крыльев толщиной с бумагу на спине. Его глаза были красными, как кровь, и излучали холодный и угрожающий свет. В тот момент, когда она снова появилась, она открыла свою массивную пасть, чтобы изгнать поток белой ледяной ци. Некоторые из ближайших к нему культиваторов были совершенно не способны среагировать на это, и их мгновенно унесло ледяной ци. Затем их тело и их сокровища превратились в чрезвычайно похожие на живые ледяные статуи. Остальные культиваторы были совершенно потрясены этим ужасающим зрелищем, и кто-то внезапно в панике закричал «Бегите!». Все тут же разошлись и разбежались во все стороны, но белоснежная многоножка совершенно не беспокоилась. Она просто взмахнула 6 крыльями в унисон, и его крылья внезапно исчезли, превратившись в 6 проекций. Спустя несколько мгновений оставшиеся немногие культиваторы, убежавшие на расстоянии более 1000 футов, в унисон испустили мучительные крики, и их тело без всякого сопротивления рассекли пополам полоски белого света. Сразу после этого их зарождающиеся души также были уничтожены белым светом. После 6 полос белого света вернулись в снежно-белую проекцию многоножки, а затем мгновенно вернулись обратно в ее крылья. Внезапно из тела проекции сороконожки вырвался пронзительный белый свет, и оно начало быстро сокращаться. После того, как весь белый свет погас, на месте проекции появился невыразительный молодой человек в белом халате со странными золотыми и серебряными узорами на лице. Холодно осмотревшись вокруг, он поднял руку в воздух, выпустив поток белой ци, который захлестнул отрубленную голову человека в парчевой мантии.